За свою долгую жизнь франшизу Resident Evil помотала знатно. Серия, начавшая свой путь как хоррор-пародия на культовые боевики 90-х, со временем превратилась в экшен-хоррор, просто экшен, вернулась к корням, превратилась в фабрику по генерации мемов и одним мощным кульбитом раскидала на полке магазинов целых 3 эталонных ремейка. А это мы еще не берем во внимание кучу спин-оффов, мультиплеерных сессионок, фильмов, один из которых прямо сейчас в производстве, и анимаций. С таким послужным списком неудивительно, что Resident считается самой известной, долгоживущей и разнообразной серией в игровой индустрии. Однако, не все фанаты принимают эти изменения. Старички хотят вот того самого Резидента, как в 90-е или в начале нулевых. Новички, что начали свой путь с семерки, вообще не представляют Resident как что-то кроме трэш-хоррора от первого лица. Но есть и другая группа новичков, начавшая свой путь с ремейков, и вот уже им подавай исключительно вид от третьего лица, большие здания с кучей головоломок и страшного преследователя на всю игру. Тут появляется закономерный вопрос, а вот как сделать новую номерную часть и угодить вообще всем? И, к счастью, Capcom знает ответ на этот вопрос. Отчасти. Всем привет! Вы на канале Game Propaganda, а сегодня мы погрузимся в обитель ужаса, чтобы понять, какой по итогу получилась Resident Evil Requiem. Прежде чем перейти к основной части обзора, стоит для начала разобраться с самым простым – завязкой сюжета. После событий в Raccoon-City, как мы все помним, успело произойти много чего. Однако Рок Umbrella решил напомнить о себе только сейчас. Все выжившие в ту злополучную ночь покрываются страшными черными пятнами и потихоньку умирают. Правда, большую их часть смерть застает немного в другом обличии. Их убивают. Последнее тело нашли в отеле Ренвуд, что расположен в одноименном городе недалеко от Raccoon-Сити. На расследование этого дела отправляют агента ФБР Грейс Эшкрофт, ведь 8 лет назад именно в этом отеле убили ее мать, Алису Эшкрофт. Да, Capcom наконец-то решили вспомнить про спин-офф Outbreak, раз уж решили достать из нее одного персонажа. Ненадолго. Грейс приходит в отель и после незапланированной стычки с зараженным полицейским встречает главного злодея сей постановки, Виктора Гидеона. Витя чутка душит девушку и забирает ее в свою лечебницу. Так начинается история Грейс. В то же время мимо отеля на своем новеньком Порше проезжает и папочка Леон. Старичок пытается узнать, что за чертовщина происходит с выжившими из Raccoon-City, ведь он, как и его подруга, о которой я, пожалуй, умолчу, страдают из-за того же недуга. Застряв в пробке, даже Леня такого не застрахован, на глаза ему попадается Витя, который, как ни в чем не бывало, тащит на себе Грейс прямо по улицам города. Витек, дабы избежать фирменной вертухи Лени, начинает массовый расстрел вирусом, что навевает приятные воспоминания по былым денькам. Город охватывает паника. Леон предотвращает распространение вируса и отправляется в лечебницу Гидеона. Так начинается история Леона. Далее по игре мы в равной мере успеем поиграть как за Грейс, так и за Леона, чередуя их уникальный геймплей. Чаще всего события будут связаны и рассказывать о том, чем там занимается Леон, пока Грейс скользит пятой точкой по коридорам. Иногда их пути пересекаются, а иногда расходятся. Что ж, раз уж я затронул тему геймплея, то давайте к ней и перейдем. Только сделаем это раздельно, не прыгая от героя к герою. Первой на очереди у нас Грейс. Как я уже говорил во вступлении, девятку решили сделать вообще для всех. И геймплей за Грейс создан для фанатов и резидентов от первого лица. За основу была взята скорее семерка, однако общая хоррор-направленность скорее отсылает на дом Беневьента из восьмерки, растянутый на всю игру. Грейс — персонаж для серии новый, и от ее лица разработчики пытаются показать мир глазами человека, который знает про существование вирусов и прочих тони, но лично никогда не сталкивался. Она пережила травму, увидев, как убивают ее мать.
Она несколько лет копалась в архивных данных ФБР и составляла кучу отчетов, и пиковой точкой во всем этом стало посещение отеля, где все это и началось. Она боится, трясется, паникует, плачет, не привыкла к оружию. И все это хорошо подчеркнуто не только отличной озвучкой, но и визуально. Если играть так, как задумано разработчиками, то первое прохождение за Грейс происходит полностью от первого лица. Так намного проще управлять героиней, и так повышается уровень погружения во время стелса и погонь. В то же время разработчики не ограничивают игрока в выборе перспективы, и в настройках можно включить вид от третьего лица. В таком случае весь страх, который должен испытывать игрок, визуально переходит на Грейс, чтобы сохранить степень вовлеченности. Да, она начинает двигаться быстрее, но неуклюжие движения во время стелса и постоянные падения в процессе погони знатно тормозят героиню. Вообще, во время этих сегментов разработчики задизайнили все именно так, чтобы в первое прохождение игрок как можно больше времени проводил в согнутом состоянии. Не шумел, пользовался отвлекающими расходниками и экономил патроны. Ведь помимо большого количества зомби при скверном арсенале, именно Грейс предстоит столкнуться с преследователями. Главный гиммик этой части — разумные зомби. В своем зараженном состоянии они сохраняют память о своих повседневных делах, что заставляет их следить за чистотой, счетами за свет и пропитанием. Кто-то повторяет рутинные фразы, кто-то комментирует свои действия, кто-то продолжает петь даже после смерти. И самое стрёмное создание этой лечебницы — девочка. Нет, не это. Вот эта девочка. Знакомьтесь, это наш новый преследователь. Пушки ее не берут, а оглушить можно, но крайне сложно. Она быстрая, почти ваншотит и почти ничего не видит, зато хорошо развит слух. Капком на ее примере заигрывают и со старичками. Одно из самых главных правил Резидента — безопасная комната... безопасно? Однако не в ее случае. Да, она может в нее спокойно зайти, вот только свет плачевно сказывается на ее коже. В первый раз вас это, конечно, спасет, но на второй ваша ехидная улыбка быстро спадет, как только девочка залезет в дыру и отключит в комнате свет. Так и получается, что геймплей за Грейс на 70% состоит из скольжения на пятой точке. Ее инвентарь ограничен и полностью скопирован с 7 и 8. Арсенал состоит исключительно из заточек, фонарика и 2 пистолетов, один из которых считается убер-пушкой, и патронов для него практически не найдешь. Проблему скудного боезапаса помогает решить крафт. Здесь он немного отличается от прошлых частей и заставляет почувствовать некоторые вайбы младшего брата серии The Evil Within. То есть, убивая зомбаков, с них выливается кровь, которую можно собрать в специальную приблуду и использовать для создания вещей. Что, как бы, с одной стороны заставляет вас убивать, но делать это стоит крайне осторожно, ведь за агрессивный геймплей в первое прохождение игра будет наказывать. В остальном все довольно типично. Ходим по зданиям и заброшкам, решаем классические головоломки и читаем кучу лорных записок. Но чтобы вы не заскучали, всегда после медленных и стрёмных сегментов за Грейс идут невероятно динамичные, брутальные и довольно забавные сегменты за Леона. Честно говоря, я не вижу смысла особо останавливаться на этом разделе видео. Все механики, стрельба, мувмент, вид от третьего лица, шикарные вертушки, парирование, инвентарь полностью перекочевали из ремейка 4. Леня, как всегда, хорош и красив. Не зря весь женский коллектив Capcom потратили уйму человека часов на создание внешности, от которой даже у парней встает. Вопрос. А хоть что-нибудь поменяли? Да, немного. Во-первых, также можно включить вид от первого лица.
В этом случае управление становится менее инертным, а стрелять и парировать чутка попроще. Хотя угол обзора по очевидным причинам становится сильно меньше, а для геймплея за Леона это прям критично. Врагов много, и в маленьком коридоре может заспавниться с десяток зомбаков, парочка из которых может и кинуть что-то, и разрядить обойму. Основная часть боссов, опять же в угоду более динамичного геймплея, выпала на долю Леона. Во-вторых, и сразу к сожалению, никакого торговца в игру не завезли. Ну, точнее, магазин-то есть, но это просто ящик. Покупать и улучшать пушки можно, а для этого нужны кредиты, которые зарабатываются путем тотальной аннигиляции зомбаков и боссов. Здесь Requiem хочет, чтобы вы попробовали другой пласт геймплея и, в отличие от Грейс, играли более агрессивно. Ну и в-третьих, Леон после событий 4, 6 и официальных анимаций научился разбираться с проблемами не только эффективно, но и крайне брутально. Мечтали взять бензопилу? Да пожалуйста, кайфуйте. Хотели, чтобы Ленька красиво добивал врагов? Вот целая куча добивающих анимаций, будто у нас тут не Резидент, а какой-нибудь Doom. Было интересно поуправлять мотоциклом так же круто, как это было в мультиках? Да катайтесь на здоровье, только попутно стрелять не забывайте. Геймплей за Леона призван дать игроку отдохнуть от мрачных пряток за Грейс, и эти сегменты чередуются, дабы игрок не заскучал. Вот только работает это не всегда. Смотрите, Capcom хотели сделать игру массовой. Для этого они ввели нового персонажа, что олицетворяет новичков, и вернули старого, что, соответственно, выступает за старичков. В целом, схема рабочая. Но если вы не забыли, Requiem вообще-то номерная часть и самая крайняя по хронологии. Следовательно, и сюжет требует колоссального знания прошлых игр и хотя бы мультиков в придачу. А в нашем случае, поверьте, то, что вы прошли ремейки 2, 3 и 4, вообще ничего вам не дает. Я сейчас пытаюсь максимально обходить спойлеры, но вот не могут сценаристы отпустить Спенсера. Да умер он в середине 5-й части. Однако память о нем до сих пор живет и сильно влияет на сюжет Реквиема. И понимаете, я бы не так критично относился к этому, если бы сценаристы не решили совершить некий финт ушами и отредконить некоторую часть сюжета. Не беспокойтесь, спойлеров не будет, и по сказанному мной вы вряд ли догадаетесь, о чем я вообще говорю, но те, кто игру уже прошел, думаю, понимают. Складывается впечатление, что сценаристы решили таким образом полностью завершить текущий лор серии и плавно подойти к новому. Если только 10 не станет таким повторением последних Мстителей, а ведь Реквием, по сути, за счет колоссального фан-сервиса уже является таковым. Так давайте о нем и поговорим. Значит, загибайте пальцы. Очередная информация про Спенсера, фотография матери Миранды, куча приколов Леона, возвращение некоторых старых персонажей, отсылки на Outbreak, отсылки на секретик Вескера, появление Тофу из доп. Режимов 2, комната лора с перечислением стоимости культовых врагов, возвращение в Ракун-Сити, полицейский участок и приют, флешбеки ко второй части и возвращение некоторых противников, которых мы не видели со времен оригинальной трилогии. И многое-многое другое, о чем я упоминать не стану, дабы, опять же, позволить вам прочувствовать все лично. Ой, какой же вас будет ждать сюрприз по приезде в Ракун-Сити. И это в некотором роде прекрасно. Прям чувствуется, как разработчики с любовью подошли к каждому элементу дизайна. Посещение полицейского участка прям в самое сердечко, а расположение некоторых значимых для серии предметов порой пробивает до мурашек. Радует и то, что не обделили вниманием анимацию, ведь экшн-сцены в ней были сделаны действительно добротно, и хотелось видеть нечто подобное и в играх. Вся сцена погони на мотоцикле — это прямой оммаж на похожие сцены из мульта. А прямо сейчас в фанатском сообществе проходит самое настоящее расследование. Дело в том, что в игре есть определенные предметы, которые вообще никак не используются в сюжете. Игроки начали искать и обнаружили интересные закономерности и загадки.
Пока что на момент написания этого сценария ответ еще не был найден. Все оборвалось на зловещем смехе при вводе правильной комбинации символов, хотя некоторые датамайнеры уже пытаются помешать насладиться глобальной загадкой и публикуют спойлеры. В общем и целом, если вы олд серии, Реквием определенно сделан для вас. Как говорится, от фанатов для фанатов. А если вы в серии новичок, пожалуй, для начала все же стоит ознакомиться с прошлыми номерными частями и спин-оффом Outbreak, потому что без них насладиться происходящим в полной мере не получится. Ну а мы будем переходить к заключению. На самом деле, удивительно, что для такого фан-сервисного проекта потребовалось аж столько времени. Реквием получился довольно бодрой игрой, которая может и испугать, особенно ломая устоявшиеся каноны, и в то же время развлечь, предлагая отличный экшен в связке с крутейшими постановкой и дизайном. Однако реиграбельность у проекта сильно хромает. Ремейки, 7 и 8 я перепроходил безумное количество раз и все равно находил что-то новое. Это был интересный экспириенс. А вот Реквием в некоторые моменты дается тяжеловато, особенно когда дело касается стелса и всеразличных флешбеков. А пропустить эти моменты, к сожалению, нельзя. Это, конечно, не остановило меня от получения платины. Кстати, она здесь самая легкая в серии и выбивается за 3 прохождения, а если прям сильно заморочиться, то и за 2. Сама игрушка оказалась неприлично короткой в сравнении с современными частями серии. Я прошел ее за 9,5 часов, и это при условии, что я собирал вообще все. Открывал секреты, валил опциональных преследователей, фармил кредиты, короче говоря, буквально заглядывал под каждый камень. А мой спидран для ачивки занял смешные 2,5 часа. Вообще чувствуется, что игру знатно порезали. Не думаю, что они не успевали, но во время разработки явно что-то случилось, из-за чего весомая часть контента пошла под нож. Это особенно заметно где-то дальше середины игры. Персонажи, которых вводят в этой части, не раскрываются и либо после середины пропадают до самого конца, либо умирают, так и оставшись загадкой. Взаимодействие Леона и его напарницы ощущаются филлерными, а болезнь, что их связывает, никак не раскрывается. Общими мазками мы знаем, что зовется она синдромом Ракун-Сити, но как она работает и почему активировалась только сейчас, об этом информации нет. Вместе с этим инсайдеры раскопали инфу про то, что в Реквием должен был появиться особняк Спенсера, и, да, это, черт побери, чувствуется. Сюжет касается важной части личности Спенсера, и в его собственном особняке, где все это и началось, эта информация чувствовалась бы сильно лучше. Однако, если после Реквиема Capcom действительно планирует ремейкнуть Код Вероника, где появлялась копия особняка, а затем, может быть, все же оформят нам современный ремейк самой первой части, то, 3 раза подряд одна и та же локация, как-то не очень. Хотя, можно и разбавить это все ремейком Зира или, наконец-то, 5. А возвращаясь непосредственно к игре, еще визуальные баги встречаются. Крайне редко, у меня это было только в рамках одной главы, но упомянуть стоило. Тут остается только ждать патчей. А на этом все. Спасибо, что досмотрели обзор до самого конца. Это очень помогает продвижению нашего небольшого канала. Также будем очень благодарны, если вы поставите лайк, подпишитесь и оставите комментарий. Давайте поговорим о том, как вам вообще игра, что понравилось, а что разочаровало. Вместе с этим хочу сообщить, что у нас вообще-то есть регулярно-нерегулярные стримы здесь на ютубе и на нашем Twitch канале. Забегайте, там много всего интересного, так же как и в описании этого видео. Что ж, надолго не прощаемся и еще услышимся. Пока.